Приветствую всех, дамы и господа, с вами Крипсер. И я в какой-то момент понял, что моя привычка листать шорты в свободное время стала забирать у меня не только время, но и возможности. И тогда я решил заменить это занятие прохождения курсов на степике. Как и у многих людей в наше время, у меня немало времени занимало потребление контента. А конкретно потребление коротких видео. В целом, я тратил на них не более 2 часов в день, однако постоянная привычка открывать YouTube каждый раз, когда у меня появляется свободное время, мне очень не нравилась. Я начал замечать, сколько времени уходит впустую. К тому же, мне давно хотелось прокачаться в одной технической теме. Почему бы не совместить одно с другим? Наилучший способ избавиться от привычки – заменить ее. Так что я решил искать активности, схожие с просмотром видео, но связанные с моей целью. Я сразу же отмел использование самого Ютуба, ведь как бы ты ни удалял шорты из подборок, они в любом случае попадутся тебе на глаза. Так что я искал альтернативы, и первое, что я попробовал – книги. Читать книги с телефона удобно лишь в том случае, если это художественная литература, состоящая исключительно из сплошного текста. Однако книги, связанные с техническими скиллами, таковыми не являются. Обилие графиков, кода и прочих иллюстраций оставляет только использование PDF формата. Однако для телефона это ужасно неудобно. Постоянно масштабировать страницу руками, чтобы разглядеть содержимое и постоянно менять расположение контента, слишком много телодвижений. Для мозга гораздо проще открыть YouTube и полистать ленту. Нужно было занятие, которое будет более легким в исполнении и не занимать много времени на подготовку. Я быстро понял, что книги не идеальный вариант. Тогда я вспомнил про Степик. Это, если кто не знает, платформа с платными и бесплатными курсами по техническим и не только направлениям. У платформы есть мобильное приложение, что в данном случае мне было на руку. Первый шаг сделан. Я нашел, куда я буду тыкать вместо Ютуба. Теперь, что я там буду делать? Тут я просто ввел интересующую меня тему в поиск, поставил галочку на бесплатные и спустя несколько минут поступил на интересующие меня курсы. Мне было важно, чтобы курс был преимущественно текстовый, а также было достаточно много заданий, которые можно решать с телефона, то есть не связанные с кодом. Я выбрал несколько удовлетворяющих моим требованиям. У Степика есть механизм поощрений за ежедневное решение задач. Стрики, достижения, а также определенные курсы выдают вам сертификаты за прохождение курса. Это приятное дополнение помогло мне не терять интерес к обучению. Даже если мне надоедал сам курс, я проходил другие, дабы не потерять страйк. К слову, если вы вдруг соберетесь последовать моему примеру, сразу поступайте на 3-4 курса различных направлений, чтобы когда вы устанете от одного, продолжать на другом. Например, я взял курс по DevOps, Soft Skills и проведение проектной деятельности. Итак, я нашел приложение, нашел контент, которым я заменю вертикальные видео. Пора получать из этого выгоду. Если курсы по софт-скиллам мне приходилось конспектировать нечасто, то DevOps требовал записи на несколько страниц с терминами и объяснениями некоторых процессов. К первому случаю чаще всего я обращался, когда у меня было желание полистать что-нибудь. 2-3 темы, состоящие из объяснений и кратких заданий по усвоению темы, отлично заменяли мне просмотр коротких видео. Темы же, требующие более внимательного погружения, я проходил с ноутбука, параллельно конспектируя. И в этом плане также появилась целеустремленность. При свободном времени я знаю, что у меня есть несовершенный курс, который не стоит многого труда пройти. При более приятных условиях ноутбук и тетради, при более затрудненных телефон. И в итоге меня тянет к прохождению курса, а не к бесконечному скроллу. Поделюсь немного своими результатами. На данный момент я решаю задачи уже 15 дней подряд и прошел 5 курсов с начала моего эксперимента по замене привычки. Я усвоил несколько важных для меня навыков, а также углубил свои знания в интересующих меня темах. Не могу сказать, что я полностью отказался от просмотра YouTube, ведь я все еще использую его для отдыха, но я определенно стал осознаннее относиться к потреблению контента. Меньше трачу времени на его просмотр, а также намного реже захожу полистать шорты. Если вы также хотите заменить неугодную вам привычку полезной, старайтесь найти похожую деятельность, не затрачивающую намного больше энергии, чем предыдущая, а также старайтесь поощрять себя за прогресс в ее освоении. Следуя этим пунктам, вы сможете не только ввести полезную привычку в свой распорядок дня, но и лучше использовать свое время. Заменить плохую привычку на полезную проще, чем кажется. Главное сделать первый шаг. Почему бы вам не попробовать это сделать прямо сегодня? А на этом у меня все. Спасибо, что дослушали до конца. Если у вас есть схожий опыт с привычками, делитесь в комментариях. Будет интересно обсудить. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь своим мнением в комментариях на платформах.